Каждый год в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова или Гроба Господня, священники выносят горящие свечи из часовни. Да, мы видим свет яркий из кувукли, который раздается верующим. Накануне православной Пасхи в Иерусалиме совершается чудо. На гроб Господень сходит благодатный огонь. Тысячи паломников со всего мира в ожидании. Телетрансляции, в том числе и в России, репортажи федеральных каналов, отправка огня от тех самых свечей в разные города и страны. Итак, примерно через час в аэропорту Внуково приземлится спецборд, на котором в Москву прибудет благодатный огонь. Это событие привлекает внимание миллионов людей. Многие умудряются видеть в этом процессе нечто чудесное. Но я нахожу здесь другое. Гроб Господень – главная святыня христианского мира. Считается, что здесь было погребено после распятия тело Иисуса Христа, после чего он воскрес. Это предполагаемое событие и празднуют христиане на Пасху. Ну а накануне, в день Великой Субботы, все христиане, кроме католиков и протестантов, ожидают схождения на гроб Господень благодатного небесного огня или света. Огонь сходит. Сходит, несмотря на разногласия и драки. И лица людей, освещенные этим огнем, становятся другими. Полученный у гроба огонь, бережно несомый, прикрываемый от ветра ладонью, становится для этих людей благодатью. Внутрь часовни в определенный час заходят иерусалимский патриарх и армянский архимандрит, закрывают двери и спустя некоторое время выходят с пучками горящих свечей. От них все зажигают свои свечи, журналисты восторженно сообщают о чуде, а верующие в то, что говорят по телевизору, не сомневаются. Свершилось чудо! Наш собственный корреспондент Сергей Пашков был свидетелем этого чуда. Свидетелями чуда ежегодно происходящего в храме гроба. Чудо происходит каждый год в пещере, где по преданию покоилось снятое с креста тело Иисуса. Услышим Ольгу. В глазах здесь было явлено чудо, чудо схождения благодатного огня. Это чудо в прямом эфире. Ведь все знают, что по телеку говорят только правду. Сойдет ли теперь благодатный огонь, так же, как это было на протяжении 1500 лет? Если, скажем, в каком-то году не сошел благодатный огонь, то значит уже явился Антихрист. Если небесный огонь не сойдет на гроб Господень, это ознаменует конец этого мира. А вот типичное для многих СМИ описание происходящего в храме гроба в Великую Субботу. Сегодня маленькая часовня Кувуклия в центре храма, где и находится гроб Господень, после проверки на отсутствие источников огня опечатывается. Гасятся свечи и свет. В часовню вносят лампаду, в которой также не видно огня. А затем внутрь входит Иерусалимский православный патриарх в одном подряснике, чтобы не мог пронести с собой спички или зажигалку. Именно он будет молиться о схождении святого света у гроба Иисуса Христа. Заходит и представитель армянской церкви. По откровению афонских старцев, если не сойдет благодатный огонь, то наступит конец света, но... Нет, сошел! Вот, сошел. Свершилось чудо! Огонь из Кувуклии вынес патриарх Иерусалимский. Священное пламя, которое в первые мгновения не обжигает и лишь позже набирает силу. Тепло, но действительно пламя не обжигает. И этот огонь, кроме как чудом, зажечься не может. В типичном для СМИ описании всей процессии для адекватного ее понимания, как правило, не хватает некоторых важных деталей. Посмотрим на так называемый обыск на предмет источника огня. И вот патриарх в сопровождении армянского священника входит в часовню. Перед этим обоих тоже проверяет на отсутствие источников огня. Те, що ніякого подвоху не було, що вогонь зійшов дивовижним способом. Перед входом к Кувуклию иерусалимский патриарх действительно снимает с себя часть облачений, и ему помогают помощники. Я не знаю, может, вы видите где-то здесь рентген-установку, как в аэропорту. Кто-то требует у патриарха снять обувь, вывернуть карманы под платьем. Или вы заметили процедуру тщательного прощупывания. Если вы хоть что-то из этого замечаете, поздравляю, вы видите то, чего здесь никогда не было. Здесь не происходит никакого досмотра. Снятие части облачений патриарха – всего лишь элемент традиции перед началом богослужения.
Здесь есть дежурные охранники-полицейские, но они только следят за порядком. При этом никто не имеет права обыскивать патриарха. Ему не составит труда пронести с собой то, чем можно вызвать огонь. Также легко кому-то из помощников передать патриарху зажигалку или спички, если бы это было нужно. Но у патриарха нет никакой нужды в спичках, так же как и у армянского священника, идущего в часовню следом за патриархом, потому что огонь в часовне уже горит. Отмотаем видео с церемонии чуть назад. Перед тем, как в кувуклю или часовню гроба за огнем войдут патриарх и армянский архимандрит, по традиции с врат снимают восковую печать, которую незадолго до этого здесь поместили. Когда же печать снимают, отдельный греческий священник заносит внутрь серебряную лампаду. Та самая лампада, которая будет установлена на ложе, где некогда было положено тело Спасителя. Комментаторы церемонии иногда говорят, что этого священника также досматривают, но очевидно, что это неправда. Никто его не обыскивает на предмет зажигалки или спичек, не проверяют и отсутствие огня под колпаком этой лампады. Впрочем, в этом тоже нет смысла, как и в обыске патриарха. Вот кадры одного из первых русских документальных фильмов о благодатном огне. Описание церемонии 1995 года. Митрополит Даниил приносит к гробу закрытую колпаком лампаду. Она будет поставлена на тридневное ложе Господа вместе с неугасимой лампадой, постоянно стоящей на гробном камне. Видимо, сами того не подозревая, сценаристы фильма в этот момент раскрыли всю интригу. Правда, это не помешало диктору на протяжении всего фильма настойчиво называть огонь чудесным. Как же происходит зажжение благодатного огня? В кувукле у плиты гроба находится неугасимая лампада. Неугасимая означает, что огонь в ней должен поддерживаться постоянно. От этой лампады и зажигаются свечи, огонь от которых потом разносят по храму. И, судя по всему, никакого секрета или тайны в этом нет. Митрополит Петрский Корнилий, исполнявший обязанности Иерусалимского патриарха и лично выносивший святой огонь из гроба в 2001 году, однажды сам заявил на общественном телевидении: «Молитвы патриарха имеют силу осветить природный огонь, поскольку существует и огонь сверхъестественный. Здесь мы говорим о природном огне, но молитвы, которые возносит патриарх или архиерей, освещают природный огонь, и, следовательно, он имеет благодать благодатного огня. Это природный огонь, который зажигается от неугасимой лампады, что хранится в ризнице храма Воскресения». Можно поспорить о существовании сверхъестественного огня, но митрополит Корнилий говорит четко, что в Великую Субботу огонь зажигается естественным образом от лампады. Это человек, который лично проводил церемонию в часовне гроба Христа. Текст его речи на греческом и ссылку на передачу вы найдете в описании под видео. Από την ακίνητο καντήλα η οποία φυλάσσεται στο σιωπιοφυλάκιο του ναού της Αναστάσεως. Но для наших журналистов почему-то так называемое схождение уже многие годы остается необъяснимым явлением. Каждый год в канун православной Пасхи огонь необъяснимым образом сходит в храм гроба Господня. Можно говорить и верить, что на огонь сходит некая невидимая благодать, но это не делает происхождение огня чем-то необъяснимым и сверхъестественным. Кстати, об этом не раз сообщали армянские священники. Каждый год армянский архимандрит вместе с иерусалимским патриархом входит в кувуклию. И заходят оба, читают молитвы. Но лампады там уже есть. Лампады стоят. Сколько наших архимандритов, епископов, которые участвовали в последние 50 лет, с которыми я общался, они все заявляют, что когда заходим, свет, две лампадки горят. Лусаан. Так называют армянского священника, выносящего огонь. Лусаан – непосредственный свидетель того, что происходит в часовне. В марте 2018 года архимандрит Армянской апостольской церкви Самвел Агаян, который раньше участвовал в церемонии как Лусаан, в репортаже израильского телеканала опроверг чудесное происхождение благодатного огня. Огонь, со слов священника, зажигается от масляной лампады. Bundles of candles in their hand, you know. Yes. We call them torches, you know, and they light their torches from the lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light as being the holy fire. They light it from the oil lamp? They light it from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see, I've done 3 times, it didn't happen, the miracle.
Тогда интернет-СМИ прошумели. Священник раскрыл тайну благодатного огня. И практически сразу на это заявление отреагировали в Московской Патриархии. Если верить сайту НТВ, глава пресс-службы РПЦ заявил: «Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против. Но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и не нужно». А через месяц другой священник армянской апостольской церкви Гивон Твартопед на своем YouTube-канале опубликовал видео с последней церемонии Великой Субботы. Кто-то из представителей армянской стороны проник в Кувуклию после того, как оттуда Иерусалимский патриарх и армянский Лусаан вынесли свечи и раздали огонь. Человек с камерой и фонариком пробирается ко входу к пределу гроба. Навстречу ему пятится греческий священник и выносит серебряную лампаду, которую сам до этого заносил внутрь. Но на плите остается еще одна зажженная лампада, та самая, неугасимая. Такую же картину мы видим на другой записи 2008 года. К сожалению, не хватает фонарика, но в потемках отчетливо заметен характерный узор серебряной лампады, стоящей на плите. Рядом вторая лампада, неугасимая, которая должна гореть всегда. О ней-то и говорили те священники, которые сами лично участвовали в церемонии зажжения благодатного огня. Хотя эти видео висят в общем доступе уже давно, о них мало кто знает, и о них никогда не рассказывали по ТВ. Зато там рассказывали про чудесное появление огня. Чудо, происходящее накануне Пасхи уже 1000 с лишним лет. Каждый год огонь чудесным образом появляется в Кувукле. Чудом, которое так выражается в том, что огонь этот никто не зажигает. На один раз в году разгорается здесь без видимой причины накануне православной Пасхи. Воистину говорят, ложь обойдет полсвета прежде, чем правда успеет надеть башмаки. А в Иерусалиме сегодня произошло чудо, в которое верят и которого ждут христиане. СМИ также без внимания оставляют тот факт, что никакая из православных церквей официально не признает чудом зажигание огня перед Пасхой в Иерусалиме. Ни один из иерусалимских патриархов сам своими словами под запись никогда не заявлял о чуде схождения или других чудесных свойствах огня. Официально о чуде не говорит никто, даже русская православная церковь. Говорить-то не о чем. О чудесах говорят только некоторые священнослужители, похоже, заразившиеся этой верой от рассказов паломников, а может от телевизора. Огонь, который не создается на земле, не возжигается никем, поэтому огонь называется благодатным, неспосылаемым Господом. Центральное чудо – это явление благодатного огня. Это то, что объединяет, надо сказать, вот все наши православные церкви. Каждый год патриарх Иерусалимский над плитой гроба читает молитву. Патріарх Єрусалимський і всієї Палестини Феофіл III. На нього вся надія сьогодні. И в тексте молитвы нет ни слова о чудесном появлении огня. Зато в молитве есть слова о свете, который непрестанно горит у гроба. Речь все о той же неугасимой лампаде. Также в молитве идет просьба об освящении этого света или огня, а также о благословении. Настоящее чудо произойдет, когда масс-медиа начнут называть вещи своими именами. Схождение благодатного огня – это религиозная церемония. Огонь – это символ света и воскресения Христа, а никакое не чудо. Пора бы уже перестать проигрывать заезженную пластинку. Рассказы о ежегодном и необъяснимом схождении, о том, что огонь не обжигает. Истории о якобы случившихся чудесах с паломниками и монахами. Рассказывают те, кто не первый год туда ездит, он не обжигает ровно 40 секунд. 40 раз можно произнести «Господи помилуй», пока огонь не обжигает. О самовозгораемых свечах. У него вспыхнула свеча в тот момент, когда из Кувукли выходил патриарх. Но пока чудо прозрения журналистов масс-медиа не произошло, и мифы о благодатном огне только укрепляются в массовом сознании. Всех, кто досмотрел видео, поздравляю. Православных христиан с грядущей Пасхой, верующим в чудеса огня желаю побольше критического мышления, неверующим – сладкого кулича.
Спасибо за просмотр и всем, кто поставил лайк. Вы также можете поделиться этим видео с друзьями или поддержать меня на Патреоне.